Друзья, а сегодня у меня в гостях для вас удивительный человек. Берлин Кенжетаевич Иришев. Это казахстанский экономист и дипломат, доктор экономических наук, а также член Ассоциации мушкетеров и президент Ассоциации казахстанцев во Франции. Удивительный, невероятно интересный человек, с которым мы поговорили на тему того, почему казах, где бы ни жил, он всю жизнь свою остается в душе казахом и всегда будет безумно любить свою родину и свой народ. Беседа получилась очень интересная. Обязательно подпишитесь на АЛК Казахстан. Если еще не подписаны, буду рад видеть ваши лайки и комментарии. И желаю вам всем приятного просмотра. Беке, қалайсыз? Керемет, өте жақсы. Мы делаем репортажи и выпуски о героях, которые за рубежом, за пределами Казахстана добились больших успехов. И иногда нам пишут в комментариях, критикуют, что вот талантливая молодежь уезжает из Казахстана. Кстати, на концерте тоже 3 виртуоза, которые сделали имя себе за границей. И с вами я хотел как раз об этом поговорить, потому что вы в 2006 и 2005 году перебрались во Францию. В 96-м году. В 96-м году. 28 лет. 28 лет. И поэтому я вот хотел у вас спросить, потому что я знаю ответ на этот вопрос, но вот хотелось бы, чтобы уважаемый человек об этом тоже рассказал. Мне поступают звонки из разных стран мира, даже из Австралии, и вот казахи, которые уезжают, они звонят, и в них живет такой же патриотизм. В общем, казах, он и во Франции казах. Поэтому я вот хотел с вами эту тему развить и начать с того, чтобы вы рассказали немного про свою историю для тех, кто, может, не знает. Когда вы переехали во Францию, вы сейчас мушкетер, гражданин Франции, но при этом в душе казах и вот так вот устраивая такие концерты, вот как трио Алем. Хотя, вы знаете, я слышал такое мнение, и мне оно даже нравится, что казах — это даже не национальность, это состояние души. Да, это совершенно верно. Дух свободы. Совершенно верно. Да, дух свободы, тенгрианство в этом заложено, дух свободы проявлять. Да, если вкратце, то история моего появления во Франции, поскольку уже 96-го года там проживаю, часто мне задают осторожный вопрос. Вы давно были в Казахстане? То есть, думаю, вдруг человек в бегах, в розыске. И тут я говорю, вы знаете, я давно не бывал в Казахстане. Дайте вспомнить. Да, я последний раз был в сентябре прошлого года, уже 5 месяцев прошло, меня давно не был в Казахстане. И тогда люди успокаиваются, что значит давно, 5 месяцев тому назад. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Так что история такая, она для меня удивительная. Вот со временем думаю, как же мне крупно повезло. Когда люди собираются уехать за границу, очень много вопросов. Как устроиться, где уже зарабатывать, как там примут жилье. Я пришел во Францию на все готовенькое. Квартира за счет государства, служебная автомашина за счет государства, заправка, бензин, иногда обеды. Все за счет государства. Как это устроить можно так? Это, оказывается, если имеешь свою принципиальную позицию, так и получилось, на самом деле, если серьезно говорить. Интересный разговор был. Президент говорит, и куда ты хочешь пойти? Чувствую, он согласен, он, может быть, ждал. Я говорю, вот, вы знаете, в школе мечтал быть таксистом, может быть, я ушел. Он говорит, ты что, умер, что ли? Да. Типа хотел сказать, да мне все равно. Я банкир, работник, мне иностранные компании предлагали. Одним словом, тогда он мне предложил дипломатическую службу. И я лично ему признателен, что он меня так отпустил. И я с высоким дипломатическим рангом, мне причем была предложена страна на выбор, куда хочешь пойти. Я выбрал Францию. И таким образом оказался в Париже. И вот эта история, начало истории
Это настолько комфортная ситуация, когда ты оказываешься во Франции, на Западе, с такими условиями. 6 лет поработал, и потом принял решение остаться, создать свою частную компанию. Тем более французы нуждались в консультациях, которым я владел. Я в области специалист инвестиций, автор многих книг. Первая книга еще в 90-м году, еще до развала Советского Союза появилась. «Монетарная политика и концепция и механизм» называлась. И я... ну, тогда такой монетарной политики СССР не было. Я уже предвосхитил. Таким образом, вот... на основе своих собственных профессиональных знаний сумел создать консалтинговую компанию, которая и сейчас действует. И вот таким образом мне была обеспечена уже финансовая самостоятельность, экономическая самостоятельность. И я работаю в основном с иностранными, с французскими компаниями. Мы очень много проектов ввели с французскими компаниями. Не все удачно заканчивалось. А еще вот я хотел вас спросить о Димаше Кудайбергене. Он же приезжал в 17-м или 18-м году в Париж и там на телешоу выступал с песней «СОС». Вы тоже какое-то к этому отношение имели? Или... Я к этому отношения не имел, но я восхитился тем, как французы восприняли. Эта передача ведется одним известным знатоком культуры. Один раз в неделю бывает практически. И вот Димаш, конечно, во-первых, спел очень сокровенную песню «СОС». Она немножко, я даже немножко перепугался, трагическая песня, потому что 2 предыдущих певца, которые спели эту песню, трагически погибли. Я думаю, кто же подсказал Димашу? Суеверия некоторые возникают. И потом содержание текста, она настолько захватывает французов, и они выслушали Димаша с большим трепетом, некоторые со слезами на глазах, потому что они помнят тех предыдущих певцов. Причем Димаш спел, не просто подражал, он спел великолепно, никакого сомнения не было. Все стоя аплодировали, восхитились, впервые начали говорить «Димаш Кудайберген». И таким образом. И Димаш сразу уехал со сцены, попрощался, улетел, сказать, что он сейчас летит в Китай, все прочее. И это, ну, да, это был вообще феномен впервые. Вот только он там, больше во Франции пока не появлялся. И потом я его немножко отслеживал. После Алматы, Астаны был в Лондоне на его концерте, потом в Нью-Йорке, потом в Дубае. Все время что-то хотел понять. Потому что он однажды спел в ЮНЕСКО песню знаменитую «Да, иди дау». Это самая великолепная песня, я восхищаюсь. Я тогда восхитился, еще до этого было. Но у меня запись есть на моем телефоне. Он еще неизвестный. Костюм у него, ну, типа гольф выезд, там штаны и все прочее. Ну, он от души пел, и его наш «Отрар Сазырь», национальный ансамбль. Я сразу понял, что идет речь о таком замечательном с перспективой человеке, который имеет богатство души. Голос – это одно. Голос выражает, но еще должно быть, голос должен отражать вот внутреннее состояние. Это несколько другое совсем. Она воспринимается. И я тогда по песне «Да, иди дау», эта песня была достаточно, чтобы понять о величии вот этого человека. И так и получилось, что он растет, продолжает расти. Да. Таких, на самом деле, вот Димаш – настоящий флагман культуры казахской на мировой арене. И очень много вот таких талантливых, молодых и уже кто в почтенном возрасте людей, которые сильно вот прославили Казахстан, но они вот, например, живут в других странах и работают в других странах. Вот Марат Бисенгалиев много времени в Индии проводит, например. Вот
Алим, он в Лондоне с 12 лет. И вот хочу все-таки к основной теме нашей встречи сегодня вас направить. Что вы думаете вот по этому поводу? Вот именно вот этот казахский патриотизм, как он живет внутри людей, которые живут за пределами Казахстана? Ну, во-первых, оказаться за рубежом мотивы, причины разные. Для некоторых это поиск условий жизни, работы. Для некоторых это ограниченность потенциала в Казахстане, когда они понимают, что они должны испытать себя на более высоком уровне. Это таланты. И они открыто идут на этот конкурс. Это однозначно это конкурс, выбор сильного. И таким образом вот они появляются на сцене, становятся знаменитыми. Эти люди заслуживают вот, уважения, гордости, потому что они состоялись самостоятельно. Тот же Марат в Индии, 1,3 миллиарда населения, он руководитель симфонического оркестра, дирижер. Ильдар в Германии тоже состоялся, там очень высококонкурентная страна, и особенно Алим. Центр Лондон считается столицей классики музыкальной. Мировой, да? Мировой классики. И вообще Европа – это родина классической музыки. Возникло это почти 500 лет тому назад. И с тех пор такая культура и прослушивание, уважение. Все знаменитые композиторы – это европейские в основном. И в столетия наши казахстанцы, казахи становятся в этих странах признанными мастерами в области исполнения. Одно дело композитор написал, еще композитор очень хотел бы знать, кто как исполнит. И вот проводятся такие конкурсы, и на этих конкурсах наши вот, получают такое признание. Это большой успех, чтобы Родина гордилась. И к тому же эти джентльмены, даже теряя паспорт Казахстана, сохраняют в себе чувство патриотизма. Еще раз говорю, в них этот патриотизм еще больше проявляется, более сильно. Вот. И они готовы всегда для своей страны. Когда мы говорим «своей страны», мы не связываем это с именами президентов. Мы знаем, что это история. Родная земля. Родная, это земля отцов. Эта земля не принадлежит ни одному из президентов. Это наши отцы отвоевали или сохранили, не то что отвоевали, будет правильно сказать, сумели сохранить. Угу. У меня, знаете, такая мысль даже была, вот что казахский дух, его можно приобрести, можно пропитаться, а потерять его, вот кто бы куда-то не уехал, он все равно это невозможно, он все равно остается. А если его, вот люди, которые, например, уезжают, и они теряют казахский дух, значит, у них и не было вот этого настоящего. Да, конечно, это по-разному, да, вы правы. Каждый человек по-разному. Он уже, находясь на этой территории, может быть, не воспринимал, потому что не он виноват, опять-таки. Некоторые условия, вот, скандалы, которые происходят, неуважение к женщине и так далее, это вырабатывает вот, антипатриотические чувства. Он даже стыдится признаваться, говорить, что он из Казахстана. Есть это тоже может быть, но по большому счету это всегда ценно то, что в человеке сохраняется и отражает его внутренний мир. В основном я вижу вот из тех, кто живет за границей, что они и казахский флаг вывешивают, в национальной одежде ходят. А казахи во Франции как проявляют себя? Ну, мы, во-первых, ассоциация казахстанцев во Франции все события тоже как-то отмечаем, проводим. Наурыз, да. Наурыз, пикники проводим, на которых выступает Кобыз, Домбра. Вот можем появиться в Чапанах. Это, но чем дальше, тем больше думаю,
этим нельзя ограничиваться. Вот взять 3 джентльменов, вот они, когда состоялись, они же остаются, они не отказываются. И я им говорю, мы можем вас прославлять благодаря тому, что ты француз, ты немец, ты англичанин. Трио Алем, да? Вот. Да. Но мы же все едины духом, и мы можем об этом говорить, вещать, продвигать имидж страны, как, естественно. Если мы даже, вот я имею в виду трио, наше трио, будет выступать в Токио, там, в Нью-Йорке, Мумбаи, они не будут воспринимать, что ты француз, англичанин, немец. Казахи. Казахтар, все. Ну, это так и есть. Поэтому мы должны выражать патриотизм свой, как не немец, как француз, а как казахи, этнически всегда являются основным. Мы сегодня хорошо об этом поговорили, на разные темы поговорили. Вот тем критикам, вот, которые говорят, что вот люди, которые уезжают, они забывают про родной Казахстан, они забывают свою родину, предатели там, или такие вот разные слова. Давайте ответ дадим таким. Да, конечно, потому что это никак не вкладывается в восприятие нормального цивилизованного человека. Еще раз говорю, причины, мотивы разные. Но есть опасность здесь, я скажу. Во-первых, те, которые уезжают не потому, что они стали предателями, они в поисках более высокого уровня жизни, в желании проявить себя лучше в каких-то условиях. Даже если обратить внимание, такой парадоксальный момент, государство тратит большие деньги на Болашак, программу Болашак. И парадокс в том, что наиболее сильные, которые закончили, и они остаются на Западе, просто они проявили себя лучше, и их оценивают, их потенциал высоко оценивается. Но здесь возникает опасность. Опасность того, что как только они остаются, для иностранных компаний есть понятие предел допуска к секретным документам, конфиденциальным документам. Все иностранцы, как правило, на каком-то низком уровне остаются, и они не могут рассчитывать на продвижение. А для того, чтобы уже иметь полный масштаб вовлеченности, надо принимать гражданство этой страны. И принимая гражданство, они теряют гражданство своей родины. Это большая ошибка. Потому что уже поколение, дети, его дети, еще дальше и внуки уже забудут, потому что у них нет к Казахстану никаких отношений. Нас связывает не паспорт, дух. Но если для духа нет соответствующих условий, вот я, например, вы, если меня спросите, когда я собираюсь обратно, я вам однозначно скажу, я должен немедленно 24-го покинуть мою страну, Казахстан, потому что 30 дней не имею права оставаться свыше. Поэтому патриотизм – это очень ценное. Это нельзя ни купить, ни продать. Но сохранить. Для того, чтобы сохранить, надо сохранять связь и культурную связь. Поэтому мы вот организовывая концерт «Трио», тоже показываем, именно выбрали местом рождения «Трио» Казахстан. Показываем свою приверженность, что мы отсюда произошли. Именно в Алматы? Да, именно в Алматы. Я предлагал, давайте, джентльмены, для меня проще, как импресарио, организовать в Париже. Мне легче, кстати, дешевле обходится и в Лондоне, чем в Казахстане. Нет, джентльмены сказали, давайте на родине все же, на земле отцов. Так что вот это есть такая очень выраженный, ярко выраженный, такой утонченный формат патриотизма. И это нам удается. И мы готовы этим заниматься, потому что все мои культурные вообще дела, и связанные с Аллой, и с Майра, и с другие события. До этого я создал документальный фильм о 3 сестрах Бековых, которые в Лондоне состоялись, сбежали еще в эпоху Советского Союза. Но они наши. Рабская такая психология, что они когда-то их называли предателями, она сохраняется даже в современном Казахстане. Я пишу Министерство культуры, вот создал документальный фильм. Как вы могли бы это представить? Нам сказали, что это нас не интересует. В ближайшие 2 года никаких концертов мы не предусматриваем.
Вот то же самое с фильмом, документальный фильм «Аллы». Оно не показывается на телевидении. Китайцы мне говорили так: мы вам дарим Аллу, вы доказали нам. New Look Fashion Trend в 1947 году появляется, и в 1947 году Алла появляется в доме Диор, это год создания дома Диор, с объемом талии 47 сантиметров. Поэтому для нас цифра 47 становится такой символической. И мы в этой книге сумели доказать, когда я говорю «мы», я имею в виду себя прежде всего как автор, но со мной всегда работала команда, и я очень признателен своей команде, которые очень много находили нюансов, и мы таким образом разрешали все интересные вопросы. Так что эта книга ровно месяц назад, 20 вчера апреля, вот эта обложка книги появилась на Таймс-сквер. Представляете, здание где-то высотой 5 этажных домов появляется. Это так американцы высоко оценили эту работу. А ее звали Алла или Алия? Нет, Алла. Алла все-таки. Да, Алла звали, это везде документально. Ее фамилия, имя никогда не менялось. Алла и Ильчин, Ильчун писали. Ну, отца Хуанхан Ильчин, он выходит из Житсу, из этих местностей. Хотелось бы от вас услышать завершающий позитивный прогноз, напутствие и пожелания для какое будущее может ждать Казахстан. Что нас всех ждет? С учетом всех успехов, с учетом всей талантливой молодежи, которая сейчас у нас появляется. У Казахстана большое будущее. И когда мы говорим «Алга Казахстан», мы имеем в виду вообще продвижение по всем направлениям. Не только в экономике, но и в культуре, в нравственных, духовных ценностях. Поэтому это мотивирует людей к цивилизации, к совершенству. И таким образом мы будем постигать очень много больших высот. Угу. То есть все равно постепенно. Да, то всегда говорят степ-бай-степ. Степ-бай-степ. Но продвижение нельзя допускать ошибок, непоправимых, иначе будет потом уже тяжело. И к ним часто отношу потерю наших контактов с молодежью, с нашими соотечественниками. Это должно быть гарантировано, связь должна сохраняться. На это нам нужно. Да. Это культура многих стран, которые достигли цивилизации. Но в целом же все будет керемет. Керемет, потому что я еще раз говорю, это вожделенная страна, это будут мечтать французы, немцы, казахстан. Все дороги будут вести. Да, Казахстан будут вести, да. Ну все, на этом тогда, наверное. Да, конечно. Большое спасибо, Иван. Для меня большая честь.